Перед вами материнская плата Asus P2B-D. В нее вставлены AV64, 2 Voodoo 2 в SLI, GeForce 2 Pro и самое главное, два процессора Pentium Pro в переходниках Slot 1 с небольшими такими доработочками, об этом позднее. Для вывода картинки используется два монитора. Большой подключен к GeForce 2, а маленький к Voodoo 2. Ну, маленький это нам на закуску. Пока давайте просто запустимся. Ну что, пост мы прошли, оба процессора определились, и по идее далее мы должны загрузиться в Windows, да. Или нет? Да, все, пошла загрузка. Ну, пока оно неторопливо ползет, сразу скажу спасибо этим людям, Cyrix, Flint, Phantasm, за то, что они целую кучу железок выдали на тесты. И отдельное спасибо Максу Килобайту. Он предоставил BIOS для этой платы. Ссылки на статьи Макса про Pentium Pro скину в описание. Сразу говорю, что я вам не расскажу, как запустить эти процессоры на этой плате, по крайней мере, прямо сейчас. Не расскажу не потому, что я там злой какой-то или тайны какие-то нет. Просто это все надо оформить более-менее прилично. К тому же я делаю свои переходники, там информации, переходники тоже сокет 8 на слот 1, там будет очень много технической информации, как раз по слотам и сокетам. Вот уместнее все это будет запихнуть туда. Где-то через месяц-полтора, я надеюсь, я сниму видео на эту тему. С BIOS тоже есть маленький вопросик. Тот, который выдали мне, он, конечно, рабочий, но можно сделать лучше, чем то, что выдали мне. Если кто-то из вас умеет вручную править BIOSы, именно вручную, не там модбинами, никак, это не надо. Это я и сам могу. Если кто-то вручную умеет дизассемблировать и править, я оставлю информацию о том, что нужно делать, тоже в описании. Если поможете, будет здорово. Тем временем винда запустилась, давайте смотреть, что она нам скажет. Собственно говоря, вот. CPU Z, процессор номер 1 и процессор номер 2. Обратите внимание, Stepping Revision вот здесь вот отличаются у них, что не мешает им работать в паре. Здесь у нас HV-Info увидел наши вуды. Voodoo 1, Voodoo 2 и GeForce 2 GTS. На самом деле это прошка, но, видимо, чипы одинаковые, поэтому софт не отличает. Плата Asus P2B-D, чипсет 440BX. И снова-таки наши два процессора, но уже в HV-Info. На этом валидацию можно считать завершенной. Как видно, пару Pentium Pro можно успешно запустить на P2B-D, но для этого надо немножечко похимичить с переходниками и с BIOS. Далее я позапускаю Quake 3 Arena с разными ключами, с поддержкой мультипроцессорности, без нее, и посмотрим, есть ли какой-то прирост от использования вот этого самого режима. По результатам этой демки среднее значение FPS у нас 32 кадра в секунду. Теперь давайте повторим тест, но с использованием режима SMP, то есть с мультипроцессорностью. Обратите внимание, что когда в Quake включаем SMP режим, об этом в консоли есть упоминание. А вот теперь 42 кадра в секунду. Неплохой такой прирост, согласитесь. Если что, настройки графики стандартные, которые идут при установке игры. Я тут ничего не менял.
Чтобы запустить Quake 3 в режиме SMP, нужно сделать две вещи. Во-первых, установить переменную внутреннюю для Quake rsmp в единицу, а во-вторых, запустить сам файл quake3.exe с приоритетом real-time. Вот как это можно сделать через ярлык. И причем, чтобы потом запустить снова без SMP, надо переменную rsmp не забыть установить в 0, потому что значение запоминается, и у вас игра может не запуститься. Вот, а есть у меня еще отдельная специальная обученная сборочка под Glide. Сейчас запустим. О, есть контакт. Картинка на маленьком экране, потому что у меня отдельно кабель VGA прокинут с WUD на маленький монитор. Сейчас вам поближе покажу настройки. Особый jail-драйвер, да, все так. Ссылка будет в описании. И не менее особая версия Quake 3. О, 33 кадра в секунду. Это больше, чем было на втором GeForce в однопотоке. Да, покажу, что действительно у нас задействована VUDA 2 в SLI. Вот, пожалуйста. 3DFX, VUDA 2, SLI, 2 TMU и так далее и тому подобное. Ну, и единственное, что еще напрашивается сделать, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, это запустить однопоточный Quake в Glide режиме. Сейчас это сделаем. Чтобы оставить хоть какие-то шансы оригинальной квейковской сборки CD-версии, я все настройки графики скрутил в самый минимум. Вот сейчас, прямо сейчас, я сменил jail-драйвер на вудовский, поэтому картинку мы увидим уже на маленьком мониторе. Да, так и есть. Угу. Запускаем тайм-демо. Ну вот, даже 25 нету. Что сказать. Та сборка, на которой мы только что запускались до этого, она тащит. Дает ощутимый прирост производительности на такой системе. Это, наверное, все, что я хотел на эту тему рассказать. Да и, откровенно говоря, все, что я бы хотел на данный момент с этой системой сделать. Да, единственное, что давайте посмотрим на Benchmark 7-Zip, который умеет нагружать два ядра, чтобы убедиться, что действительно у нас нагрузка более 50%. Ну, тут уже видно, что так оно и есть. Кстати, система эта без ATSP, здесь система с MPS ядром стоит. Связано это с тем, что на этой материнской плате ATSP забагован, а исправлять этот косяк мне было лениво. Там всего одну перемычку перекинуть, не суть. Так что вот, MPS работает. Скоро расскажу всем, как такое запустить. Ну, а на сегодня все. Пока.